привет! Еще в феврале я увидела вот такие шикарные пинки-светильники от Shroom the Room. Они волшебные, чарующие, необыкновенные просто. Ну и мне, конечно же, захотелось сделать подобный. Повторюсь, и это очень важно отметить, идея не моя. Я лишь придумала, как мне самой сделать подобную вещь. И на этот счет я, кстати, хотела бы вам задать один вопрос, но это будет в конце видео, чтобы сейчас вас не отвлекать от просмотра процесса создания этого пенечечка. Для пенька нужен пенек, а пилить дерево ради этого я, естественно, не могла. Ну и на этом стопорился весь процесс работы. Но тут я шла домой и увидела дерево, которое упало после урагана. И я увидела его именно в тот момент, когда дворники его уже распилили, но его еще никто не увез. И там была полешечка, ну прям идеального размера. Ну и что же я взяла, несу, думаю, толстовато. Иду в другой раз, дерево все еще лежит, и там было такое бревно, оно прям идеальное было. Но я его в первый раз не взяла, так как оно великовато все-таки было. Но потом меня это не остановило. На лягушку похоже. И вот я вся такая красивая, накрашенная, на каблуках, пытаюсь достать это бревно. Дальше его надо было распилить. Это оказалось не так просто, как я думала, потому что пилу зажимало, и вообще это все-таки бревно. Поэтому тут мне помог папа. У меня был вот такой фонарь из Fix Price. Я, кстати, такие видела еще в Leroy Merlin и на Алиэкспрессе. Он должен войти внутрь бревна. Обвожу контур, и дальше мне надо было это вырезать. Я изначально планировала насверлить дырки дрелью и потом вынуть все изнутри резаком по дереву, как я это делала в полене для Йоля. Но дерево все-таки было все еще сырое, и поэтому поддаваться оно не хотело даже сверлом специально по дереву. Стамеска тоже не сильно помогла сначала, но потом я взяла закругленный резак, и дело пошло. Да, потом я поняла, что пеньку нужен упор. А потом дедушка подсказал, что лучше стучать это все вообще не на верстаке, а на пне. И дело и правда пошло быстрее. Получилась вот такая розочка внутри, и теперь мне надо было горизонтально порубать этот мини-деревянный лес внутри пня. И для этого я взяла дремель. И я сначала взяла шлифовашку, и сейчас я на самом деле не помню, почему я сначала взялась за нее, потому что эффекта от нее вообще очень мало. Но благо потом я нашла у себя вот такой распилочный диск и убрала внутри все лишнее. Потом я решила, что эта полость должна быть глубже, и поэтому я чередовала работу то резаком и стамеской, создавая такой вот лес внутри, то подрубая это все гладенько дремелем, потому что стенки пня не позволяли мне подойти стамеской и резаком так, чтобы убрать все начисто внутри. Потом я зашлифовала все внутри по стенкам. И поверху тоже прошлась своей новой шлифмашинкой. Получается просто, невероятно гладко. И вот так туда должен убираться фонарь. Дальше кристаллы. В оригинале, судя по всему, используются настоящие натуральные камни. Но у меня таких нет, и мне так неинтересно. Поэтому те, кто давно смотрит мой канал, уже прекрасно знают, за какой материал я возьмусь. Замешиваю эпоксидную смолу, и пока из нее выходят пузыри, я стала подготавливать формы. Я как-то в интернете видела технику, когда втиркой для ногтей покрывают форму, потом ее заливают, и втирка остается на готовом изделии. Я купила 3 вот таких перламутровых цвета, и в данном случае решила использовать розовенькую. Мне в видео про летнюю коллекцию, где я впервые пробовала втирки для ногтей при создании украшений,
посоветовали наносить их вот таким спонжем для теней, и получается действительно очень хорошо. Так я покрасила все грани будущих кристаллов и потом залила их смолой. И я рановато на самом деле налила смолу, в ней еще оставались пузырики, но зато потом это даст очень интересный эффект. И я заливала до конца не все формы, чтобы кристаллы получились разного размера потом. Когда они застыли, вынимаю их, и, к сожалению, мне почему-то никакая ни вода, ни мыло, ни масло, которые вы советовали раньше, почему-то не помогают. Но так как эти кристаллы я заливаю уже не в первый раз, вынимать изделия было проще. Я скручиваю их сначала, потом поджимаю снизу, чтобы кристалл выдавился за счет того, что стенки будут возвращаться на свое место. Втирка дала просто бомбический эффект. А пузырьки постепенно выходили, когда кристаллы были в форме вниз головой. И теперь они, наоборот, словно взлетают вверх. По-моему, это смотрится довольно интересно. И я решила чуть подпилить их снизу так, чтобы потом приклеивать под углом. И стала приклеивать. Свет через них проходит шикарно. Дальше надо было все это погрузить в пенек. Я все-таки перестаралась и довольно глубоко сделала дно под фонарь, поэтому пришлось сделать вот такую подставочку из не очень нужных мне деревянных штук. Ничего другого более ненужного я на тот момент у себя просто не нашла, потому что не так давно у меня было настроение просто все повыкидывать, и отпилы фанеры как раз-таки, которые лежали у меня довольно долго, попали под горячую руку. В местах стыка кристаллов и фонаря я на всякий случай налила еще немного УФ-смолы и высушила ее. Для этих целей, кстати, она нормально подошла. И дальше нужно все задекорировать мхом. И я покупала вот такой в Леонардо и думала, он будет очень мелким. Но когда я его расправила, он оказался идеальным для таких целей. Сначала я стала клеить его на клей-момент, но потом решила взять клей-пистолет, и это оказалось правильным решением. И я старалась сделать так, чтобы в будущем можно было вынуть среднюю часть с кристаллами и фонариком, чтобы при необходимости поменять батарейки. То есть я отдельно приклеила мох на фонарь и отдельно по кругу. Еще хорошо то, что мхом можно перекрыть все недочеты. Например, то, как я криво сначала начала пилить пенек. Вот так вот у меня получилось. И, кстати, палочки, которые попались в упаковке с мхом, я тоже решила приклеить. С ними он смотрится еще более естественно. Еще у меня были вот такие шишки, которые мне прислала подписчица еще когда я была во Франции. Одна шишка была с весьма странно расположенной веткой, я ее отломала. И еще на коробочке той посылки был вот такой грибочек, который я тоже решила использовать. Еще, кстати, интересный момент. От клея пистолета бывает остается паутинка. И это как раз-таки тот случай, когда ее можно не убирать, потому что она выглядит действительно как паутинка и очень вписывается в этот антураж. А теперь вопрос, который меня пока не оставляет в покое, и мне было бы интересно узнать ваше мнение на этот счет. И я, как и многие, периодически смотрю работы разных мастеров на Пинтересте, в Инстаграме, ВКонтакте, и за счет своего накопленного опыта в мире крафта и ручной работы периодически могу понять, как была сделана та или иная вещь. Ну, как, например, в случае с этим пеньком. И хорошо ли, что я рассказываю на весь интернет, считая о том, как это было сделано, ну или как я сделала такую же вещь. Не по отношению к вам, вам-то, понятное дело, это интересно, а по отношению к тем же мастерам, например. Ведь я делаю это не на продажу, но в то же время нельзя сказать, что я не извлекаю из этого коммерческую выгоду, потому что я все-таки получаю за видео копеечку. Да и даже если дело не в деньгах, а вот я увидела вещь, поняла, как она сделана, это нормально, что я буду всем об этом рассказывать? Это же чужая идея, но в то же время я же сама поняла, каким образом это было сделано. Я же не ходила там на какие-то секретные суперплатные мастер-классы, а потом на весь интернет вот так вот об этом рассказываю. Вот таким вопросом я загрузилась. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока.